В своей жизни мы редко задумываемся над историей простых вещей в нашем обиходе. Вот, к примеру, обыкновенная канистра для бензина. Такие еще нередко встречаются у людей, часто выезжающих на природу или просто имеющих прожорливый автомобиль. Вроде, что с нее взять? Канистра как канистра. А на деле в ее истории есть и промышленный шпионаж, и недоверие к чужим разработкам, и много чего еще. О чем сегодня я и хочу вам рассказать. А вы не забудьте лайкнуть эту историю и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. История данного типа канистры, или как ее называют американцы Джерри Кен, началась в предвоенной Германии. Командование вермахта было сильно озабочено хорошим снабжением армии всем необходимым, а главное топливом. Но существовавшие в то время емкости для бензина плохо подходили для этих целей. Стоит отметить, что в те годы в мире еще толком не существовало единой идеи о том, как должна выглядеть идеальная емкость для жидкостей. В каждой стране обычно имелись свои типы канистр. К примеру, в Британии таковой была канистра Флимси. Ее объем составлял 4 галлона или около 15 литров. Вы можете на фото сами увидеть все ее недостатки. Тонкие стенки, врезающуюся вам в пальцы ручку, приличное количество сварных швов, которые не всегда были лучшего качества. Часто такие канистры теряли до 30% содержимого из-за протечек. Но самая главная проблема была в крышке. Она открывалась специальным ключом, а ключ этот имел склонность теряться. В армии США были похожие емкости, да и в самой Германии чуть ранее 1937 года была принята новая треугольная канистра на 20 литров. Она была простой, надежной, но ее форма не позволяла правильно использовать все доступное пространство при транспортировке, и она была достаточно тяжелой. Требовалось что-то новое, революционное. В 1937 году был объявлен конкурс на создание новой 20-литровой канистры для вермахта. В первую очередь она была предназначена для перевозки топлива. Среди многочисленных участников конкурса были инженеры из фирмы Мюллера, которая базировалась в городе Швельм на западе Германии. Возглавлял ее главный конструктор Винценс Грюндфогель. Эта команда совершила настоящую революцию в дизайне канистр и заслуженно выиграла конкурс. Так появилась знаменитая Джерри Кен, как назвали ее американцы в честь шутливого прозвища немцев. Окончательно же форма канистры Грюндфогеля оформилась в 1939 году. Разница с предыдущей моделью была в другой форме выдавленных желобов на боку канистры, которые выполняли функцию ребер жесткости, и немножко другой маркировки. В частности, надпись Heer была заменена на Wehrmacht. Новую конструкцию отличали простота, надежность и ряд важных и простых решений, облегчающих жизнь простому солдату. Практически все детали канистры изготавливались с помощью штамповки. Основными деталями были две боковины сложной формы, имевшие X-образные ребра жесткости. Главный сварной шов был удачно утоплен вглубь объема канистры, что защищало его от внешних воздействий. К верхней поверхности корпуса приваривалась сборная деталь с 3 ручками, а в передней части канистры, слева, было отверстие для приварки горловины, которая была характерной формы и имела П-образный кронштейн крышки. Крепилась она на шарнире. Сборная деталь из 3 ручек позволяла свободно передавать канистру из рук в руки в шеренге. Также такая конструкция позволяла легко переносить канистру как одному солдату, так и 2. Один солдат мог переносить емкость как за одну ручку, так и за 2. 2 же несли ее каждый за крайнюю ручку. 2 пустые канистры легко переносил 1 человек, а если боец был силен и обладал не кислой такой ладонью, то он мог взять в руку сразу 2 канистры за соседние ручки. В задней части корпуса канистры всегда оставался воздух, чтобы скомпенсировать температурное расширение топлива внутри закрытой канистры. Крышка на горловине легко открывалась и закрывалась. Никакого ключа было не нужно, а чтобы ее можно было заблокировать от самопроизвольного открытия, был предусмотрен металлический штифт. Кстати, потерять его было невозможно, он был закреплен на самой крышке. Чтобы определить содержимое канистр, немцы часто наносили в полях отметки краской. Например, для воды часто ставили на емкости белый крест. Однако очевидно, что ночью емкости с разным содержимым можно было спутать. Поэтому канистры и бочки стали отмечать специальным металлическим значком, установленным на ручке.
При охвате ручки рукой можно было легко большим пальцем прощупать этот знак. Знак бензин был цельным кругом и имел рельеф. Для дизеля был применен пунктирный круг. Также внутри круга дополнительно стояла буква B или D, означавшая соответственно бензин или дизель. Если маркировки на канистре не было, то это означало одно – емкость предназначена для воды. В общем и целом, немцы создали произведение искусства в мире топливной логистики. И, конечно, они захотели это изобретение скрыть от мира до поры до времени. Производство емкостей началось еще в начале 1937 года в сотрудничестве с фирмой Ambi Boot Presswerk из Берлина, которая обеспечивала заводские мощности. С 1938 года канистры также начинает выпускать фирма Novak Bautzen, и они массово поступают в немецкую армию. Однако во всех кампаниях конца 30-х годов, как аннексия Австрии, раздел Чехословакии и атака на Польшу, использование таких канистр тщательно маскировалось. На технике они появились только с 1940 года. Тем более удивительная история, произошедшая по некоторым источникам с одним американским инженером и путешественником, завершившим свою работу в Германии, Полом Плейсом, и его немецким коллегой по производству, незадолго до начала Второй мировой. Достоверных данных со всеми явками и паролями мне найти не удалось, однако кое-какая информация все же есть. После выполнения всех своих задач Пол, а по некоторым данным он работал на фирму Ambi Boot Presswerk и консультировал их по работе с нержавеющей сталью, решил прокатиться на машине от Берлина до Калькутты, что в Индии. Неназванный немецкий коллега его поддержал, но проблема была в том, что им негде было хранить воду для поездки. И тут им удачно подвернулся берлинский аэропорт Темпельхоф, где у безымянного в источниках немецкого коллеги были связи. Путешественниками были на время приватизированы 3 секретные канистры, и они отправились в путь. Полу и его напарнику удалось без проблем пересечь границы 11 стран, и они уже были на полпути к Калькутте, когда пропажу обнаружили, и за немцем был отправлен самолет, чтобы вернуть его и канистры. Был ли он предателем, или Пол Плейс и сам знал секреты фирмы, но у американца после отлета немецкого коллеги появились чертежи этой канистры, и он продолжил путь дальше. Добравшись до Индии, он бросил машину с канистрами на сохранение и отправился в Филадельфию, где сразу предложил чертежи американским военным. Однако, как ни странно, без самой канистры чертежи их не заинтересовали, надо было притащить их из Индии. Пол побоялся лететь самостоятельно и заказал доставку машины с емкостями по морю. Она прибыла в Нью-Йорк летом 1940 года, однако Пол Плейс даже после передачи одной из канистр так и не смог заинтересовать военных. Они продолжали верить во Флимси и ее новые модификации. Только через пару лет американцы решили скопировать немецкую разработку, добавив своего американского конструктива. Получилось так себе, хоть канистра и стала меньшей массы. Удобную крышку они заменили на большую, на резьбе. Пользоваться ей стало уже не так удобно, и в конце концов они стали выпускать и более точную копию Jerry Can. В то же время британцев она очень заинтересовала еще в 1940 году, когда Плейс был проездом в Лондоне. Он подарил англичанам одну из канистр, а они, видимо увидев в страшном сне проблемы с Флимси, ее успешно скопировали. Но наладить производство быстро они не захотели, и только с 1943 года первые партии канистр стали поступать в войска. До этого британцы и американцы захватывали на Африканском фронте как можно больше немецких канистр для снабжения своих войск. В СССР Jerry Can попали вместе с ленд-лизом союзников, а также из трофеев, захваченных в бою. Пол Плейс же совершил еще одно путешествие, уже по Южной Америке, в 1943 году, и написал об этом записки. Однако, дальше его путь в истории теряется, по крайней мере доступной информации о нем немного. Был ли он засланным казачком в немецкую фирму, или действительно его немецкий коллега поспособствовал пропаже канистр, неизвестно. Но так и началось распространение дизайна немецкой канистры по всему миру. Господа, благодарю за просмотр, надеюсь вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и поделиться видео в соцсетях.